Несмотря на существенное похолодание и пасмурную дождливую погоду, в осеннем саду можно увидеть много ярких красок и даже пышное цветение. Это видео о растениях, которые удивят вас своей красочной осенней палитрой и простотой выращивания. С ними вполне справится каждый, даже начинающий садовод, и легко украсит свой сад в холодные осенние дни. Категории неприхотливых кустарников, которые декоративно с весны по осень, относятся спиреи японские. Их листва периодически меняют свою красочную палитру, играя разными оттенками зеленого, желтого, оранжевого и всевозможными багряными красками. Эти неприхотливые кустарники еще и красиво цветут розовыми щитковидными соцветиями, причем несколько раз за сезон. Повторное цветение в конце лета осенью. Мои любимые сорта японских спирей – Golden Carpet и Golden Flame. Если последняя имеет довольно объемную крону высотой 60-80 см, то Golden Carpet – это миниатюрный сорт с золотистой, стелющейся формой, которую можно удерживать стрижкой в виде компактного золотистого шарика и даже создавать из нее невысокие плотные бордюры. Очень красиво смотрится ее осенняя листва, особенно в сочетании с карликовыми барбарисами Тунберга, например, с пурпурным сортом Богатель. Это компактный кустарничек с медленным ростом. Отлично подходит для переднего плана. Вообще считаю барбарисы одними из самых неприхотливых, засухоустойчивых и ярких растений. Это беспроигрышный вариант для всех. Если у вас нет достаточно времени по уходу за садом, посадите разные сорта этого замечательного кустарника. Они украсят вашу территорию с весны до глубокой осени и даже зимой. На ветках барбариса очень эффектно смотрятся красные ягодки. Весной кусты привлекают внимание своими желтыми соцветиями. Летом и осенью это настоящее буйство самых ярких красок в саду. Один из любимых моих новых сортов компактного барбариса – Orange Ice. Не заметить такое красочное чудо в саду очень сложно. Не менее яркая и не только осенью Вигела Wings of Fire. Этот сорт отличается необычной сменой окраски листвы с весны по осень. С начала сезона она зеленовато-бронзовая, потом цветовая палитра сменяется на золотистые, зеленоватые и салатовые оттенки. Но ближе к холодам листва облекается в винные и бронзово-красные тона. Недаром ее назвали «крылья огня». Цветет данный сорт в июне-июле розовыми колокольчиками. Вигела Wings of Fire очень востребована среди профессиональных садоводов-ландшафтников и отлично черенкуется. Обратите внимание на такой многолетний кустарник, как бересклет форчуна. Это вечно зеленое растение, которое красиво смотрится круглый год. Его можно формировать как почвопокровник или придать ему любую необходимую вам форму. Великолепно стрижется, очень засухоустойчивый и по-своему декоративный. Есть разные сорта этого бересклета с варьегатной, темно-зеленой и золотистой листвой. Такое растение подойдет всем, и даже тем, кто не может ухаживать за своими насаждениями. Еще один бересклет, мимо которого пройти осенью невозможно. Это бересклет крылатый компактус. Растение необычно всем, даже причудливой формой своих четырехгранных ветвей. Осенью крона кустарника сменяется на огненно-красную. Глядя на эти растения, со стороны создается впечатление больших полыхающих костров. Данный вид бересклета довольно простой в уходе и отлично зимует в условиях средней полосы. Однако высаживать его лучше на самых солнечных участках, желательно защищенных от сквозняков. Еще более неприхотливый – это сумах оленерогий. Его яркая крона невероятно украшает осенний ландшафт. Но у сумаха есть свои недостатки. Он способен давать корневую поросль и подкислять почву вокруг. Прежде чем посадить его на своем участке, взвесьте все за и против. Это же относится и к девичьему винограду. Как неприхотливая и быстрорастущая лиана, которая закроет забор и быстро оплетет садовую арку, девичьему винограду могут позавидовать многие вьющиеся культуры. Это растение супер неприхотливое, а осенью поражает красочной окраской своей листвы. Но девичий виноград
ведет себя агрессивно, захватывая близлежащую территорию с помощью своей поросли. Если вы хотите создать яркие вертикали, которые эффектно смотрятся с весны и особенно осенью, посадите декоративный виноград вичи. Его кленоподобные листья красиво прикроют стену или забор. Они плотно располагаются друг к другу и своим видом напоминают декоративную черепицу. К осени листва этого вида облекается в самый красочный оранжево-красный наряд. Выглядит это очень эффектно, и в отличие от девичьего винограда, этот вид не ведет себя агрессивно. Но виноград вичи менее зимостойкий. К тому же он не имеет цепких усиков, а крепится своими образованиями на побегах, то есть присосками. Поэтому не для каждой опоры эта лиана подходит. Например, за сплошной металл данная лиана не станет цепляться. Одними из самых любимых моих растений в саду являются японские клены. Многие их считают довольно капризными. Мне, наверное, повезло. Свои деревца я даже не укрываю на зиму, так как они отлично зимуют в нашей климатической зоне 5Б. Хотя первые пару лет после посадки я обматывала крону молодых саженцев плотным спанбондом. Восточный клен очень декоративный своей ажурной раскидистой кроной и резной листвой. Есть сорта с красными и варьегатными листьями весь сезон. Это отличные кустарники или невысокие деревца для любого ландшафта, особенно выдержанного в восточном стиле. Осенний сад привлекателен ярким цветением астр и хризантем. Есть сорта и виды, которые своими цветами так и уходят под снег. Красочные, шаровидные хризантемы идеальны для переднего плана клумб, оформления цветочных бордюров и садовых дорожек. Среди астр также есть много неприхотливых, выносливых и обильно цветущих растений, которые отличаются окраской и размерами цветов, а также формой кроны. Очень эффектная астра почвопокровная или вересковая, которая цветет до глубокой осени. Ее многочисленные белые цветочки похожи на снежную лавину. Эта морозостойкая, засухоустойчивая и неприхотливая астра порадует вас своим поздним цветением и приятным ароматом. Не могу также не добавить в этот список малоуходных многолетников многим известные очитки. Подобные растения украшают сад даже в начале зимы. Яркие соцветия очитковидного очень выгодно смотрятся на фоне его плотной зеленой листвы. Этот многолетник спокойно выдерживает легкие заморозки. Среди очитков есть низкорослые и более высокие представители. Очень интересные почвопокровные растения. Все они украсят ваш сад на долгий период и никаких хлопот вам не создадут, кроме агрессивного очитка едкого. Вот его сажать я вам не советую. Есть очень эффектные варьегатные и вечно зеленые виды, которые отличаются своей пурпурной, золотисто-оранжевой или голубовато-сизой листвой. Главное подобрать им хорошо освещенный участок. Почвам очитки не требовательные, но они не любят переизбыток влаги и низинные подтопляемые места. Отличный многолетний для осени – это цератостигма плюмбаговидная. Растет она как почвопокровник, достаточно неприхотливая и красиво цветет, начиная с конца июля-августа. Чем ближе к холодам, тем красочнее ее листва. Вот так она выглядит в ноябре. Это очень достойное растение для прикрытия разных мест в саду. Конечно, этот список растений можно продолжить и дальше. Я буду всем благодарна, кто дополнит его своими интересными и неприхотливыми культурами, которые способны украсить осенний сад. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч в нашем добром саду.